То есть вам теперь, по сути дела, не нужно набивать фейлы на репласах. Здравствуй, зритель-смотритель. Ну что, я объясню, что будет коротко в этом патче. В первую очередь это оптимизация интерфейса. Премиум магазин особо ничего важного не добавили. И самое основное это реорганизация осад. Теперь будут награды доступны для всех участников независимо. Получила ли гильдия налоговые сборы от захвата. Честно, крутое обновление для осад. Надеемся, что в дальнейшем разработчики будут дальше продвигаться в нужном направлении для того, чтобы людям интересно было в PvP. Ну а теперь поподробнее давайте посмотрим в этом видео. Итак, начнем с премиум магазинов. В премиум магазин особо ничего вкусного не завезли, за исключением 33% набор трио, то есть вы покупаете 3 помощников за 640 жемчуга, 35% на 5 костюмов плюс 100 мастера печатей, включающая 50 советов Валакса, 500 крон и 30 протестов Валакса. Дорого, сердито, много и классно. Оговорюсь, 6 комплектов костюмов. Вернули как ивент Монстру Пак, то есть вы за 700 жемчуга покупаете себе питомцев. На выбор 3 питомца. Таким образом они выглядят очень даже интересно и на самом деле крутые питомцы. Маленький такой кентавр будет бегать за вами. Данный вид питомцев считается редкими, поэтому их можно скрещивать либо с такими же питомцами, либо с привидением. Далее добавили 20 слотов со скидкой в 20% на расширение складов Кальфиона и также скидка на Валенсию. Кто еще не видел костюмы Флибустьер Лагри, можете приглядеться, посмотреть, довольно-таки прикольные костюмчики, приобрести на своего персонажа. По-летнему выглядит классно. Ну и в полезное закинули также скидку на 20% на передачу очков опыта, бартера, сбора, украшения и всего остального. То есть вы с одного персонажа можете перекинуть одно из ваших достижений, допустим, на другого персонажа. То есть у меня ДКшка, допустим, по алхимии Грандмастер 17, я заплатил 800 жемчуга, перекинул данное достижение по алхимии на другого персонажа, допустим, на Шай. С шопом разобрались. Двигаемся дальше. Объявление победителей состава помощников Black Desert. Молодцы ребята, помогают другим ребятам, аплодирую. Также объявление победителей творцов контента Black Desert. Если вы являетесь ютубером, либо занимаетесь стримами на Twitch по игре Black Desert, ссылочку я оставлю, как здесь подать заявку. И в случае, если вам дадут, так сказать, добро, вы каждый месяц будете получать вот такой вот сундучок. Ну и плюс там титулы и все остальное. Все условия проведения и подачи заявки оставлю. Вот такой огромный список творцов контента, среди которых есть я, Everplayed Inc, JSing, Губка Боб и Складик Шимаичи. В общем, тут все видно. Опять же, ребят, поздравляю, молодцы. Единственное одно, я занимаюсь стримами и на Twitch, и на YouTube, плюс и являюсь человеком, который выкладывает новые видео на YouTube. Почему у меня только YouTube обозначен? Почему не как у других сразу две иконочки, Twitch и YouTube? Для меня это остается вопросом. Скорее всего, не нравятся мои стримы, поэтому мне не накручивают дроп, также шанс усиления снаряжений. Особые награды за вход в ожидании пробуждения Корсара. Итак, нам добавили дополнительный календарь, который будет действовать до 8 сентября. В этом календаре действительно все жирно и вкусно, и в конце на 21 день нам выдадут сундук с костюмом мореплавателя. Данный костюм выглядит вот так. В шопе я его не нашел. Также в этом календаре наград: благословение Камасильвы, свиток убывающей луны на 7 дней, мебель для дома, обои для вашего дома, камни кафрас от 50 до 100. Жирный все-таки календарик, спасибо Перлабусам. Благословение луны в течение 5 дней. Если зайти в шоп, посмотреть благословение луны, то здесь есть определенный календарик. Так вот, этот календарик будет сбрасываться в период проведения ивента. То есть необходимо тратить больше, за это вы будете получать бонусов больше. Объявление победителей «Покажи Корсара» в социальных сетях. Победили Эршайн Гринт, Кевинс, Янтовидная и Умратавил. Поздравляем победителей. Победители получают на Корсара классический комплект. Информация об изменениях, связанных с товарами премиум магазина. В общем, все товары, которые можно купить за жемчуг, который выставляется на аукцион, на игровой аукцион. На них за жемчуг собираются поднять цену. Об этом говорится. В ходе технических работ 11 августа планируется повышение стоимости товаров премиум магазина. Доступно для регистрации на центральном аукционе, за исключением красок, а также для всех костюмов, для которых доступно извлечение. Будет увеличено количество извлекаемых предметов. Протест Валакса и камня крон. То есть костюмов мы будем добывать больше камней крон, донаторы их будут намного дороже продавать на центральном аукционе. И по основному патчу давайте пробежимся. По основному контенту нам до безумия упростили заточку. Показываю, как теперь это работает. Раньше мы вызывали тучку, нажимали усиление, брали какой-либо реплас и начинали на нем набивать фейлы. Необходимое количество для того, чтобы себе набрать шанс успешного усиления. Теперь как это работает? Вам нужно заточить, допустим, Маскана.
Вы привыкли его точить с 20 до 30 фейлов. Увеличение шанса усиления. Можете выбрать либо черный камень оружия, либо броня. 84 камня это 30 фейлов. 53 камня это 25 фейлов. 30 камней это 20 фейлов. Соответственно, 21 камень это 15 фейлов. То же самое у нас и на броне. 84 камня это 30 фейлов. Показываю на этом примере. Прожимаете увеличение шанса усиления плюс 30. Нажимаете применить, соглашаетесь. У вас минус камня усиления, но добавление шанса усиления. То есть вам теперь, по сути дела, не нужно набивать фейлы на репласах. Очень удобно, очень классно. Прожимаете усиление, пытаетесь точитесь. Также сохранение шанса усиления, то, что было раньше извлечь руны кузнеца, теперь сделали гораздо удобнее в первом окне. То есть вот сюда прожимаете, суете вот сюда нужный протест Валакса и сохраняете эти фейлы. Вот они у вас добавляются теперь, добавляются в премиум, как правило. Плюс дополнительно вы прямо отсюда можете заюзать все свои свитки удачи, которые у вас находятся в премиуме. Либо, если у вас нету обычных камней, черный камень, броня и оружие, вы можете использовать какую-нибудь из пух. То есть, допустим, можно найти шмотки на 16, на 15 заточенные, и они дают, как вы видите, 28 фейлов. Соответственно, если вы ее засунете, эта шмотка у вас исчезает, но появляется 28 фейлов. Теперь не нужно прокликивать миллион тысяч раз, дабы набыть себе фейлы. В связи с этим я больше чем уверен, то что усиление печать, камушки на оружие и на броню будут в огромном дефиците и будут очень сильно расти. Это вот кто-то выложил 10 тысяч камней своих. И будут расти далеко-далеко вверх. Поэтому, господа новички, вы можете на этом неплохо заработать. Моя вам рекомендация. Раньше как я делал? Заходим аукцион, расходные, сборные предметы, выкупаем куклы Вуду Маншару. Вот они, эти куклы Вуду Маншару. 5 штучек это одна дискотека. Покупается за 3 миллиона 150 тысяч. Сейчас покажу на примере одной убитой дискотеки. Убираем автосортировку, собираем их в дискотеку крестиком. Получаем свиток призыва могущественного Карнака. И сейчас на своей ланке с атакой 221 и защитой 286 попытаюсь убить. Нажимаете ПКМ. В основном эти боссы вызываются вот здесь в городе Велия рядом. Возле Кальфиона вот здесь в огородиках вызываются. Ну и в Камасильвии где-то. Желательно либо возле Велии вызывать, либо возле Кальфиона. Данные дискотеки выбиваются с территории Камасильвии. Выходит вот такой вот босс, который по мне особо не наносит дамаг, учитывая то, что у меня не овергир. Убил я его меньше, чем за минуту, вызываем тучку, получаем вот такие вот сокровища Карнака. И открыв эти сокровища, вы получаете 4 камня на оружие, 9 камней на броню, плюс печати охотника, плюс лепестки хризолита. Но мне повезло, я получил камень Кафраса. Также вот с этого босса еще можно лутануть себе серьги. Бывает такое, то что серьги Карнака тоже с него падают. Так вот, если брать по минималке с него, мы сейчас залутали 13 камней. И эти камни начинают потихоньку повышаться сильно в цене. На данный момент они стоят 300 тысяч. 300 тысяч. Стоит один камень. Полутали мы их 13. С него мы получили 3 ляма 900. Учитывая проценты, учитывая шанс дропа дополнительных предметов, можно попробовать убить 50 или 100 таких маншару и на этом моменте заработать. Либо если вы собираетесь точиться, то не покупайте для себя черный камень, оружия или броня. Просто берите эти дискотеки камасильвовские и фармите их. Это гораздо выгоднее получится. Разделены кнопки отдыха и управления лагеря. Очень часто это мешало, когда мы достаем лагерь. Бывало, нажимаем кнопочку R, и наш персонаж сразу начинает ложиться. Теперь отдых у нас на F5. Название силы атаки в PvP информации о пробужденных навыках было изменено на дополнительный урон по людям. Из этого следует то, что доп урон по людям это урон в PvP. Улучшено движение остановки при передвижении в боевой стойке следующих классов. До изменения мы как бы скользили, теперь мы уже не скользим. И останавливаемся резко. Никогда не обращал внимания на это. Давай. Особо не заметил разницы. Корсара по-прежнему у нас балансит и делают его намного лучше. Дальше. Изменение значка для предмета ивент, ценный сундук аксессуаров Тундра. Теперь он вот так выглядит. Исправление всевозможных опечаток и т.д. и т.п. Исправлена ошибка, из-за которой на сезонных и обычных серверах в Амаки аттракциона при гибели от монстра Футурума, которого призывает ненависть Ва, Футурум, применялся штраф. Теперь этого штрафа не будет. Изменение по фону и звуку. Задание и знания. Теперь сброс
сброс всех ежедневных заданий осуществляется в установленный день, в четверг в 00:00. Насколько я понимаю, со среды на четверг. Если раньше мы брали какие-то еженедельные задания, допустим, в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье, нам приходилось ждать следующую пятницу, субботу, воскресенье. Теперь каждый четверг это все будет сбрасываться. Данные задания относятся для получения одной атаки в городе Глиши касаемо Входумовской цепочки, где нужно убивать Гзарку. Ну и на всевозможные камушки Тувалы. Вот они, все эти задания находятся вот в этой строчке. Также это касаемо ежедневных боссов, которые вы берете у тучки. На самом деле это сделали удобнее, так как раньше я, ежедневно забирая задания, иногда пропускал повторяемых некоторых боссов. То есть, допустим, брал то в пятницу, то через неделю, это в субботу выходило, в воскресенье. И таким образом я терял целую неделю. Теперь каждый четверг стабильно сбрасывается данный календарик по еженедельным заданиям. И да, не забывайте брать этих боссов. Обязательно атака санилов. Всех боссов берите обрывками, санилов берите обычных. Затем я вам рекомендую этих боссов складывать, пробужденных боссов, и из них делать уже топовых. Это было в прошлых обзорах патча. Так как будет увеличиваться у нас цена на черный камень, оружия и броня, то с этих боссов можно выгодно полутаться путем печати охотника, который с них падает. И эту печать охотника в количестве 2 штук можно обменять на черный камень броня, прожав ПКМ. Он проложит путь к ближайшему обменнику. Эти боссы стакаются вот таким образом и собираются в общий стак на призывного. Еженедельных боссов тоже также можете собирать. Упрощены суммарные условия для завершения для цепочки задания от элита пилюля Ариен из основных заданий. До этого нужно было уничтожить 300 ахибов, теперь 150. В список заданий в повторяемые добавлены группы из 5 человек. Последняя крепость Атараксион. Сюда повторяемые. Добавили теперь задания по Атараксиону в окно заданий в повторяемые. Можете сразу посмотреть, какие награды за те или иные достижения можете получить. Ну что, настало время. Битва за узлы захват территории. Это полная реорганизация. Объясняю. При победе во время захвата территории в Кальфионе, Медии и Валенсии, то есть Кальфион, Медия и Валенсии, это не битва за узлы касаемо на данный момент. Это Холивар, это битва за всю территорию. Игроки будут при победе получать почетную награду, при поражении награда за воинственный дух и освобождение это нейтрал. И 100% будут получать награды. Золотой слиток при победе можете внимательно сами посмотреть при поражении и при нейтрале. Шикарно сделали. Также будут даваться сверкающие почетные медали при победе 84 штуки, поражение 10, освобождение, нейтрал 36. Дополнительно 5 самых активных игроков из победившей гильдии получат 5 штук медалей к 84. Очки от самых активных будут начисляться следующим образом. За разрушение командного пункта 20 очков, разрушение ворот 15, уничтожение члена вражеской гильдии 1 очко и т.д. и т.п. Но при этом при всем затычки теперь гильдии будут ставить намного дороже. То есть есть гильдии, которые ставятся, допустим, на определенную территорию. В гильдии имеется 3 состава, и помимо этого они еще 10 гильдий туда суют затычками. Для того, чтобы туда кто-то не сувался, либо занять все нужные места. Раньше это стоило 50 миллионов от фонда гильдии, теперь это будет стоить миллиард от фонда гильдии. Затычками будет тяжело забить всю территорию. Ребят, на самом деле полная реорганизация битв за узел, это все нужно отдельно изучать и понимать. Здесь нужно полное изучение для людей, которые находятся в PvP составах гильдий и также занимаются постоянными захватами фортов, территорий, узлов. Ребят, ссылочку оставлю, почитайте. Для меня это не сложно, но это требует отдельного гайда. Надеюсь, в связи с этими правками осады станут более доступными для всех и будет более интересно. Могу сказать, нам еще добавили 2 навыка гильдии, которые касаемо осад. На панели в левом верхнем углу экрана на сезонном сервере добавлена кнопка для набора в группу. Вот она, эта кнопка, она у вас может выглядеть вот здесь или там. Вы можете расположение ее менять в любое для вас удобное место. Что делаем? Поиск группы. Регистрируем, допустим, пишем грибы, сезонный сервер 1, настройки туда-сюда, так и так, все, создаем. Вот теперь, прожав вот эту вот кнопочку с колоночкой, у вас появится вот здесь вот в чатике объявление. И после этого люди, зайдя вот сюда, могут присоединиться к вашему составу. Делаем отмена поиска, все. Очень удобно для новичков сделали, классно, круто, поздравляю, Перлабусы, как всегда, оптимизирует нам все. В интерфейс аукциона на продажу нам добавили кнопку поиска. Я хочу продать эликсир шока, прожимаю
Поиск шоков, вот они, спокойно беру их и выставляю. Оптимизация все-таки интерфейса идет по полной программе. Теперь при обмене в окне диалога с NIMP можно за раз выбрать несколько предметов, которые занимают в инвентаре одну ячейку. При этом некоторые предметы исключаются из списка. Опять же, оптимизация интерфейса и обмена с NPC. Теперь, если в слоте вашего персонажа отсутствует какая-то ячейка, прожимаем плюсик и пишем, где можно достать этот ингредиент или предмет. Интересно. Используйте различные инструменты, чтобы по-настоящему заняться любым ремеслом. Отправляйтесь к ближайшему торговцу инструментами, да, и вас автопуть направляет к ближайшему торговцу инструментами. Либо поиск, здесь перейти на центральный аукцион, да, вас отправляют сразу на центральный аукцион, где вы покупаете. Тут идут всевозможные в системе оповещения и исправления ошибок. Казалось бы, это мелочи написано мелким шрифтом, но они улучшают качество игры. Исправление изменений, исправление неестественное отображение ландшафта, исправление ошибок, из-за которых там туда-сюда, Исправление ошибок, из-за которых при использовании комплектов В любой лагере часть движения некоторых классов отображалась некорректно, скорректированы фразы, появляющиеся при принятии задания и время появления сундука сменил, необходимо задание какое-то уменьшено на 50%, исправление ошибки, из-за которой при использовании интерфейса Круто, что я могу сказать. Ну что, с вами был Доктор Доза, увидимся в следующих гайдах и на стримах. БДО меняется в лучшую сторону, и это хорошо. Всем пока!